Улица Большая Троицкая в Гродно. Сколько интересных историй она видела, сколько событий пережила на своем веку. Обращали ли вы внимание на симпатичный, красивый, ярко-желтый дом по адресу Большая Троицкая, 47? И всегда ли он был таким? Наливайте чашечку чая или кофе, потому что эту историю и еще много чего интересного я вам сегодня и расскажу. Большая Троицкая – одна из старейших улиц города. Она складывалась в 15-19 веках, как улица, состоящая из нескольких отрезков, и называлась в разное время, иногда весьма необычно. В 17 веке это была улочка в сторону Троицы от Виленского гостинца. Было название улица Еврейская от кладбища к немецкому рынку, и Тесная Еврейская, каких только названий не было. В конце 30-х годов две ее части носили название Переца и Нахима. В 1951 было переименовано в улицу Олега Кошевого, а в январе 1992 было восстановлено историческое название улицы – Большая Троицкая. Значительную часть улицы составляло старейшее еврейское кладбище, которое протянулось вдоль Городничанки от автостоянки по улице Доминиканской почти до Большой хоральной синагоги. И, по предположениям историков, кладбище существует с конца XIV века, а первое документальное упоминание о нем относится к началу XVI века. Кладбище перестало быть действующим в начале XIX века и постепенно пришло в упадок. Вот здесь оно располагалось. И во время Великой Отечественной войны оно входило в состав гетто номер 1. В общей сложности тут захоронено около 9, не менее 9 тысяч человек. Кроме того, в годы немецкой оккупации здесь хоронили умерших узников гетто, так что можно предположить, что эта цифра еще больше. А после освобождения Гродно в 1944 на территория кладбища была передана военным для размещения автотранспорта и склада топлива. Рядом с кладбищем находился немецкий рынок, ныне это район автостоянки по улице Доминиканской, и рынок имеет давнее происхождение. В документах XVI века он упоминается как старинный. В XIX – начале XX веков именуется как Козий рынок, а уже в 20-30-е годы XX века – рыбный рынок. А свой окончательный вид, трассировку, улица Большая Троицкая приняла в 1968 году. После того, как были снесены бывшие королевские конюшни, и она вышла на перекресток улиц Замковой и Давыда Городецкого. Но дома остались. Остались истории о людях, которые жили в этих домах. И историю одного из этих домов я вам сегодня и расскажу. Это история дома номер 47. Вот виднеется его желтая стена. Часто можно услышать, что его называют «кривой дом». Да-да, вы не ослышались, именно так. И если введете в Google поиск словосочетание «кривой дом в Гродно», выйдет на первой строчке поиска именно он. Так что же в нем особенного и какие истории в нем случались? На месте этих домов была тесная застройка деревянными домами еврейского квартала, но после пожара 1885 года почти все сгорело, ведь пожар как раз и начался отсюда, на Большой Троицкой, жарким летом 1885 года, и полыхало 3 дня. У меня на канале есть видео об этом событии. Кто не смотрел, рекомендую. Историю своего города интересно знать, и ссылку на видео я прикреплю в конце. Так вот, после здесь стали появляться уже каменные дома. Так появился и наш Кривой дом в 1918 году, как раз на окраине в то время мясного рынка и кладбища. Построить дом в такой странной и не совсем обычной геометрии владельца дома, Мойшу Бухнера, скорее всего, вынудили обстоятельства. Он возвел его в выделенных ему границах своего участка, чтобы использовать по максимуму принадлежащую ему землю, которую он выкупил и снес стоящие здесь деревянные дома, и ровно по границе участка, повторяя изгиб улицы, построил свой каменный дом в лучших традициях еврейского зодчества в стиле эклектики. В общем, поступил по-еврейски мудро. Кирпич, из которого был построен дом, местный, производился здесь же, в Гродно, на производстве Друцких-Любецких. Характерная особенность кирпичей этого завода – желтая глина. Такая добывалась именно здесь, на месте современного района Девятовка. Там сейчас торговый центр Олд-Сити. И если обратите внимание, кирпичи были разной формы. То есть они изначально изготавливались закругленными, скошенными и даже фигурной формы. Вот, допустим, чтобы выложить вот такой рисунок, шестиугольную звезду.
Особо прочным был кирпич-железняк, его марка соответствовала современным 800 1000, но прочность измеряется в килограммах на 1 квадратный сантиметр, и сейчас в основном применяются кирпичи марки 100. То есть по такому кирпичу, вот желтому, если ударить молотком, он издает звук звонкий, как будто по металлу ударили. Эти кирпичи были очень дорогие и использовали их во влажных фундаментах. Прочность зависела от технологии изготовления. Чем выше температура запекания, чем крепче кирпич. Вот такое было производство. Поэтому, когда фирма, выкупившая этот дом, взялась его восстанавливать, дом был разобран, кирпичи очищены, и на стенах до сих пор можно увидеть следы спила лишних отложений, видите? А затем дом был собран заново. Так что дома из такого кирпича еще не 100 лет простоят. Но вернемся к истории нашего дома. Дом был построен, как я уже говорила, в 1918 году. А через 3 года, 22 июля 1921, снова здесь все полыхало. Сильный пожар возник на рыбном рынке, и ветер перебрасывал пламя с одного дома на другой. Тогда сгорело около 50 жилых домов и 100 других построек. В огне сгорели 2 еврейские синагоги. Выяснилось, что жители этих кварталов хранили снаряды и гранаты, которые взрывались во время пожара. И на старых фото этого дома видно, что кирпич уже был не таким ярко-желтым и нарядным, а имел такой подгоревший вид. И те гродницы, кто помнит этот дом еще до реконструкции, помнят его именно таким, с темными следами на желтых кирпичах. Накануне ликвидации Гродненского гетто последние уцелевшие жители этого района прятались на чердаках, надеясь каким-то чудом пережить катастрофу и выжить. И во время раскопок уже после войны на руинах Гродненского гетто был найден дневник неизвестного автора, который прятался на чердаке именно этого дома и писал о нем так. Здесь сделана небольшая фальшивая крыша с маленьким входным отверстием треугольной формы с одной стороны. Длина 4-5 метров, и здесь живут 4 взрослых и 2 детей. После войны квартиры в этом доме получали преимущественно строители, дом был жилым, и еще недавно здесь жили семьи обычных гродненцев, всего 8 семей. По воспоминаниям живших здесь людей, жили без удобств, но дружно. Туалет был на улице, в доме была только холодная вода, печки и газ в баллонах. К дому достраивали деревянные пристройки. Кто во что был горазд, как говорится, и в то время дом выглядел вот так. А в конце войны случилась курьезная история. В одну из квартир постучался человек и попросил спустить его посмотреть дом. Объяснил, что он тут жил до войны. Его пустили, а он на глазах, так сказать, у изумленной публики, ударил по кирпичику в стене, раскачал его и оттуда вынял маленький сверток, мешочек, и быстро убежал. Хозяева даже не смогли ничего предпринять. Да и надо было ли предпринимать, скорее всего, это были ценности этого незнакомца. Но, как вы понимаете, жителей дома после этого случая охватила, что называется, золотая лихорадка. Все мечтали найти клад. И во время ремонта простукивали стены и искали схроны. Но так ничего не нашли. А в 2009 году дом признали аварийным. Жителям квартир предложено было в месячный срок выехать по новым адресам. Им дали квартиры в разных районах города, но с удобствами. И как только выехали люди, дом сразу стал приходить в упадок, постарел на глазах. Несколько лет пустовал, и в 2017-м наконец-то появился собственник, гродненская чайная компания «Чайный дом», которая приобрела его на аукционе за $160 тысяч. В 2018-м начались подготовительные работы, и дом уже стал выглядеть вот так. А в 2019-м дом стали разбирать. Дом разбирали аккуратно, кирпичи очистили и сложили заново. На месте когда-то заложенные арки сделали вход, и, по-моему, получилось очень симпатично. Этот необычный домик стал очередным украшением нашего города. И когда вы идете гулять в Калужский парк по лестнице, то все видят это яркое необычное здание. Но я думаю, что все же здание будет достраиваться, судя по нештукатуренной стене в задней части строения, которая смотрит на Калужский парк. Вот такая история старого дома на улице Большая Троицкая. Если понравилось, не жалейте, поставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Пишите, что вы обо всем этом думаете. Может быть, у вас есть свои интересные истории, по которым можно снять очередное видео. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.